Гуси-лебеди. Русская народная сказка. Жили давным-давно мужик да баба. Была у них дочка и сынок маленький. Как-то раз уходя, мать говорит дочке: «Мы на работу пойдем, а ты, братца, береги. Со двора не ходи, а мы тебе платочек купим». Ушли отец с матерью, а дочка позабыла все, что ей приказывали. Посадила братца на траве под окошко, а сама заигралась, загулялась. Как тут налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на своих крыльях. Вернулась девочка, смотрит, а братца нет. Ахнула, кинулась в одну сторону, в другую, нет нигде. Кричит, слезами заливается, причитает, а братец все не откликается. Выбежала девочка в чисто поле и видит, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Догадалась девочка, что это они ее братца унесли. Давно про гусей-лебедей дурная слава ходит, что уносят они далеко-далеко детей маленьких. Бросилась девочка гусей-лебедей догонять. Бежала, тут видит, печь стоит. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» А печка ей отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся». Так печка ей ничего не сказала. Побежала девочка дальше. Видит, яблоня стоит. «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего лесного яблочка, скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Ничего ей не сказала яблоня. Побежала девочка дальше и видит, течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся». Долго так девочка бегала по полям, по лесам. День уже к вечеру клонился. Делать нечего, домой пора возвращаться. Вдруг видит, стоит избушка на курьих ножках с одним окошком. Вокруг себя поворачивается, а в той избушке старая баба-яга, кудель придет. Видит девочка, на лавочке братец ее сидит, серебряными яблочками играет. Девочка в избушку вошла и говорит: «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, девица. Зачем явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье все измочила, пришла погреться». «Садись, кудель приди». Баба-яга дала девочке веретено, а сама ушла. Придет девочка, и вдруг из-под печки мышка выбегает и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренько скажу». Дала ей кашки девочка, а мышка и говорит: «Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит и в печь посадит. Зажарит и съест. Сама на твоих костях кататься будет». Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять: «Не дожидайся, братца, бери, беги, беги, а я за тебя, кудель, поприду». Девочка братца взяла
и побежала. А Баба-Яга к окошку подходит и спрашивает. «Девица, придешь ли?» А мышка ей отвечает. Приду, бабушка, приду. Баба-Яга баню вытопила и за девочкой пошла. А в избушке нет никого. Закричала Яга. «Гуси-лебеди, летите в погоню! Летите в погоню! Сестра братца унесла!» Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видят, летят за ними вслед гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька». Девочка поела и спасибо сказала. А река укрыла ее под кисельным бережком. Не увидели сестру с братцем гуси-лебеди и мимо пролетели. Переждала девочка и дальше с братцем побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот детей увидят. И вдруг смотрит девочка, яблоня та стоит. «Яблоня, матушка, спрячь меня». Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее яблоко съела и спасибо сказала. Яблонь ее ветвями своими заслонила, листами прикрыла. Не увидели детей гуси-лебеди, мимо пролетели. Девочка дальше побежала, бежит, уже недалеко осталась. А тут ее гуси-лебеди увидели, загоготали, налетели, крыльями бьют, того и гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня». Поешь моего ржаного пирожка. Девочка пирожок в рот скорее, а сама с братцем в печь в устьице села. А гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели обратно к Бабе-Яге. Девочка печи спасибо сказала и вместе с братцем домой прибежала. А тут и отец с матерью домой пришли.